друзья. Уголь. Это шок. Я сейчас переключу камеру, друзья. Это шок. Проба. Жердяй. Такой жердяй. Все, да, кизил, карадут. Малина. Из малины. Жир. Такая, кстати, место очень классно, друзья. Excellent man. Excellent man. Help. Help. What's secrets of this place for tourists, for men who lived in this place? What's the most important in this place? Вместо сгущенки они делают вот такую штуку, смесь молока и инжира. Without sugar, no sugar. No sugar. Only milk and Pekmez. İncir. İncir, pekmez, süt. Пекмез, суд. Süt. Ya, milk. Pekmez. Короче, смешивается с молоком, инжир. Похоже очень на сгущенку на нашу. По вкусу, да. Очень вкусная штука. Harop molez. Карот. Harop molez. И просто вообще. Вот, друзья, такие виды открываются. Если вы пораньше выйдете и заберете спальню, все будет хорошо. Так, друзья, мы с вами в античном городе, который находится на самой южной точке Малой Азии, так называемой. Местечко недалеко от города Анамур, города Банана. И мы с вами выдвигаемся через древний старый город, развалины которого здесь находятся, к южной точке, которая находится впереди нас. Вот она там. Попробуем дойти до этого места, хоть как-то. Невероятно тихо, друзья. Очень спокойно. Ветерок небольшой. Так что даже в такую жару здесь не так сильно жарко. Ветерок обдувает. А вот, кстати, это место, которое мы с вами увидим, надеюсь. Вот этот выступ. Это самая южная часть, друзья. Здесь наверху находится еще здание. Вот видите, крепостная стена. Мы ее с вами видели. Площадь, видите, 73 тысячи квадратных метров. Антикентин написано по-турецки. Ну, вы знаете, что такое Кенти. Кейп 149 метров высотой, а общая площадь этого города 73 тысячи квадратных метров. Анамур Кейп называется.
театр, друзья. Все люди, вся жизнь театра, люди в нем актеры, видите? Театр. Адеон мы проходили с правой стороны. Смотрите, какой он. Друзья, я понадеялся, что я сниму без штатива. Но, несмотря на то, что здесь ярко все, на штативе просто удобнее, когда легкий штатив, а у меня карбоновый штатив. Вы поставили камеру и все, не заботьтесь. Потому что таскать даже камеру просто так, руки уже трясутся от жары. Именно из-за этого, друзья, штатив нужен в жарких странах, в жарких местах. А мы, напоминаю, мы находимся с вами в древнем городе Мураме. Так он называется, по-моему. Я вас обманул, кстати. Театр здесь находится. Я иду на стоянку за штативом и подробнее расскажу, как попасть в это место, потому что дороги на карте, конечно, есть, но все равно надо спрашивать у местных. Дорожка здесь действительно идет. Ох, какой арт. Смотрите, арт. Я уже первый арт вижу. Смотри, видите? Вот, если небо попадет, это будут такие глаза здесь. Вот с этой точки, видите? Супер. Друзья мои, в хамаме когда-нибудь бывали? А в древнем? С Хуёнычем еще не такое увидите, друзья. Здесь удивительная, конечно, сохранность. Понятно, что что-то восстановлено, но то, что я сейчас вижу, это реальная кладка. Поэтому мы будем использовать для арт-съемки всевозможные вот такие проемы, которые оживляют фотографию любую, как вы знаете. Друзья мои, приходится иногда строить кадр и лишние объекты убирать из кадров. Ну вот здесь водичка кто-то поставил добрый. И поскольку уж мы находимся в хамаме, я думаю, что цари, которые здесь строили, они все-таки выбирали какой-то вид правильный. Я уже кадр нашел в этой арке. Ну, я думаю, что здесь вот этот балкон был как раз, с которого, в принципе, открывался такой фантастический вид. Балкон этой ванной. Здесь действительно красиво очень. Но мне приходится, из-за того, что у меня фокусная маленькая, большой точнее, мне приходится очень далеко стоять. И отсюда видите мою камеру и мой штатив. Друзья, поменял батарейку. Зачастую, когда вы строите кадр, как вот такой вариант, когда вы пытаетесь в арку вписать объекты, а здесь несколько объектов, в том числе и дальняя крепость, нужно понимать, как работать с диафрагмой. И это очень важно, друзья, поскольку, выбирая тот или иной план, открывая тот или иной план, вы получаете совершенно разный результат. Поскольку здесь вот камера покажет вам поближе, здесь очень высокий контраст, это сложная съемка. Видите, подойдя сюда, вы увидите новый ракурс совершенно. В таких местах ракурсов огромное количество. Люди, которые здесь строили, они выбирали место не просто так. Они знали, как красоту, они владели этой информацией. Поэтому, друзья, вот можно отсюда поснимать. Быть в тени и, обратите внимание, сверху тоже ракурсы. То есть такие места для арт-фотографий просто идеальные, если вы собираетесь этим заниматься. Как и Файодыч. Ну а я призываю вас подписываться. И я думаю, что вы наверняка увидите много еще интересного. Иногда очень маленькая деталь, как вот эта часть скалы, которая в этой части, может сыграть. Если вы чуть-чуть сдвинулись, у вас поменялся ракурс, и все совершенно по-другому изменилось. Очень рада нашей. Очень рада смотреть. Я на самом деле самая южная часть. Жалко, друзья, что здесь нет воды. Хотя камера стоит, потому что вода совершенно нереальная. Совершенно фантастическая. Просто невероятно.
отправляется с нами. Очевидно, люди, которые строили из мрамора, из базальта, отливали они, не отливали, но они понимали, во-первых, в красоте, во-вторых, в выборе материалов для своей техники строительства, несмотря на то, что прошло очень много времени. А это, я думаю, что как минимум сотни лет. Смотрите, в каком состоянии камень. При том, что камень достаточно тут как бы очень крепкий. Поэтому, может быть, какие-то катаклизмы были, конечно, но во всяком случае часть из них восстановлена, часть остались оригиналы. Ну и сюда можно попасть, друзья. Можно даже на автобус. Друзья, представляете, каких размеров был театр? Если вот эта стена, это, как говорится, стена театра. И вот там она заканчивается, а здесь вот был зритель, вот стена идет дальше. Мы покидаем это прекрасное место, совершенно фантастическое, едем в сам город, там тоже великолепная крепость. Ну и посмотрим заодно городской пляж, друзья. Смотрите, подписывайтесь на Павелович. Гигантский космос. Машина. В общем, друзья, кто любит семечки, вам сюда, в этот город. Этот город находится дальше Анамура. Мы проехали немножко, 10 километров. И, может быть, даже не жалели. Еще один город, который мы проехали в сторону Мерсина. Водафон пришли, Водафон. Это единственное место, где разговаривают на-английски. Турктелеком. Да. Олег, я не понимаю, почему ты не ставишь? Не было их. Их нету. Только Водафон. В Алании только Водафон. Турксел все спрятано. Я не знаю, для туристов сделано специально. Самое лучшее место в магазине — это под кондиционером. Самое лучшее. Хороший магазин, друзья. Кто ты такой? Я не знаю, кто это. Прохладно. Друган. Оба падают. Друзья, мы восстановили свою связь. И мы сейчас находимся на самом верху Анамура. Здесь мечеть недалеко. Сейчас поедем на пляж. Зашли тут по магазинчикам, сделали сотовую связь и поедем посмотрим, что за пляж. Место достопримечательности. Английский язык здесь очень редко встречается, русского вообще. Proly Beach. Proly Beach from Anamur. Absolutely amazing. People and friendly. So much welcome. Фавионыч в восторге, друзья. Такой чистый пляж я давно не видел. Песок, просто длина. Друзья, вы не представляете, какие вкусные здесь бананы. Это город бананов. Мы покупали и в Алании бананы, но здесь купили прямо вот у человека, который выращивает их. Это совершенно непередаваемое. Они были желтые сегодня утром, когда их сняли. Мы проезжали. И вот сейчас уже сколько времени? 4 часа. Они уже темнеют. Они внутри мед просто. Просто мед. Вертолет летит. Тушить пожары, наверное, друзья. Здесь их много. Вон, видите? Много, да. Друзья, крепость закрыта на реставрацию, туда не попасть вообще никак. Закрыты все въезды, но вы знаете, что есть способ проникнуть всегда с Фавионычем. Всегда есть возможность. Рыбный ресторан недалеко, друзья, Кала Балик.
И вот как раз отсюда, в принципе, здесь зона достаточно удобная. Видно крепость, можно остановиться, потому что те въезды были закрыты все. Ну, а для тех, кто сюда приедет, друзья, виды, конечно, и море здесь совершенно невероятной красоты. Оно настолько бирюзовое, особенно в той части, где старый город. Мы сейчас попытаемся развернуться и поедем уже в нашу сторону. Заедем, покажем вам кухню местную, анамуровскую. Обязательно покажем. Люся выбралась в замок, в старинную крепость, но не попала в ресторан, не попала в крепость. По какой причине, не знаю. Уголь. Это шок. Я сейчас переключу камеру, друзья. Это шок. Это шок. Меня нельзя сюда пускать, потому что я вынашивал идею сделать баранину самому. Здесь все для этого есть, ничего не надо, только взять и ехать. И будет еще жарче, они там будут. Место хорошее, кстати. Ты проголодалась? Нет, после поездки сюда? Тебе понравился Анамур? А пляж тебе песочный понравился? Если устала. За что вообще? За что? Полежи пока, отдохни, пока нам принесут ужин. Тоже у нас саджики греческие, друзья. Булочки блестящие. Это салат обычный. Ну и закуска. Бабушка жарит. Весь процесс. Супер. Не знаю. Такие красивые коты, друзья. Не, ну только не буду. Фантастика. Трясет. Как трясешь, там слышно все. Суперский авокадо, друзья. За мной виноград растет прямо дикий. А я дыню тоже еще. Съем-ка я вот эту дыню, которую я в Коне ел, в Каппадокии. Они внутри зеленые, такие сладкие. Друзья, пока супруга пошла в шок-магазин, шок. У нас действительно шок от этого городка. Боязы или Бойзазы. В общем, друзья, фантастическое место Анамур с потрясающим пляжем, чистейшим. Мы сейчас купили на 30 лир, целый килограмм авокадо. Они подаются по пятерке у нас, а у нас там и подавно. Но самое главное, это люди, друзья, кухня. Я очень во многих местах пробовал, в том числе и Греции, Турции, адану кебаб, да, так называемое. Это турецкое блюдо. Но здесь он отличается очень сильно. И мы как раз были в кафе, которое называется Ада. И там адана настолько сильно нежная, с овощами, с этим перец, друзья. Вот первый раз за всю свою жизнь я вместо шашлыка из баранины, друзья, который я заказал, перец, который был приготовлен отдельно на огне, был вкуснее, чем мясо. А представляете, какое в Турции баранина. Но перец был настолько вкусно приготовлен, что я, честно говоря, дар речи потерял. Ну а сейчас уже заходит солнце. Нам ехать больше 100 километров, 3 часа. Здесь по косогорам, поэтому, друзья, поедем. Поедем в вечер, в ночь, хотя я бы, конечно, здесь остался на день. Кто собирается сюда, в этот регион, приехать, я рекомендую, здесь недорогое жилье, все-таки снять на один день жилье, остаться еще на один день. Но у нас другие планы, поэтому, конечно, я бы остался здесь еще. Всем спасибо, пока.